Сегодня мы с вами начинаем очень интересный разговор. Мы сегодня с вами будем говорить о необычных вещах. Друзья, кто любит фантастику? Есть такие люди? Фэнтези, сказки. Вот. К примеру, мои дети вчера разрисовывали окна. Мы так каждый год делаем. Вот. Ну, с всякими рюшками там. Очень интересно. И сын там, с другой комнаты мне кричит, говорит: папа, говорит, я тебе очень важную вещь хочу сказать. Я такой: ну давай, говори. Я знаю, папа, что Дед Мороз — это вы с мамой. Знаете, я сразу как-то обмяк, так вот, и думаю, ну все, интрига разрушена, как бы, все порушилось, потому что, ну как теперь объяснять, что подарка там, он, к примеру, он хочет стать блогером, вот, и в свои 8 лет, и он заказывает у Деда Мороза компьютер и видеокамеру, да, как бы, и вот теперь надо быть настолько изобретательным, чтобы ему объяснить, почему папа ему не может этого купить, собственно говоря. Вот. Доча тоже как бы в этом же русле, она уже говорит, что вот зубная фея — это тоже как бы мама с папой подарки подсовывают там под подушку. Вот. И размышляя над этим, знаете, я вспомнил свое детство, когда мне было 8-9 лет. Вот. Я посмотрел один такой замечательный фильм, называется «Приключения в каникулы». Кто-нибудь видел такой фильм? Не видели? «Приключения в каникулы». Там речь о том, что прилетела инопланетянка Майя, вот, познакомилась с группой мальчиков, вот. Они ее там, значит, вводили в курс, что у нас тут на Земле происходит. И у этой девочки Майки, да, которая была с планеты Гурун, вот, у нее был такой гаджет на поясе классный. Вот. Он мог дублировать предметы. Сегодня бы это назвали, наверное, 3D-принтером. Вот. Она могла там сделать из чего угодно. 2, 3, 4, там, 2-4 копии. Я настолько загорелся вот этой вот идеей, что это возможно, вот, и все время пытался там что-то, чем же, вот как сделать, чтобы что-нибудь увеличить, там, чтобы сделать второй дневник, там, где-нибудь там исправить двойки, тройки, там, вот, все что угодно, лишь бы, ну, как бы не прилагать никаких усилий, вот. И как бы в связи с этим вопрос, а как вот насчет нас, взрослых, да? Кто верит в чудо? Есть такие люди? Что-то как-то скромно, ребята. Да? Как мы воспринимаем это чудо? Что такое чудо на самом деле для нас с вами? Как вы думаете? Что для вас чудо? Вот. Первое, что вам в голову пришло, когда вас спросили, что такое чудо? Что это? Сверхъестественное. Что-то необычное. Чудо, что мы есть. Аминь. Дед Мороз принес компьютер. Да, аминь. Еще парковка пустая, да, там где-то. Вот. Ну, несомненно, для каждого верующего чудо — это присутствие Бога в его жизни, в жизни других людей и в тех, кто нас окружает. Совершая чудеса, Господь являет свою силу и укрепляет нашу веру, и обучает нас, и совершает через чудеса свою работу. Мы с вами начинаем продолжать рождественскую сессию. Вот. И будем с вами говорить и готовиться к самому такому замечательному и чудесному празднику — Рождеству Христа. Но прошу вас не путать, там есть еще один праздник близкий, праздник живота, да, и его организует как раз-таки вот вымышленный герой, который собирательный образ, вот Дед Мороз, вот, я про Новый год, они рядышком, да, вот. Мы будем говорить о празднике Иисуса.
И мы будем говорить о том, как Господь являет себя через чудеса. Мы будем говорить, наверное, об очень важной вещи для нас с вами. Как мы воспринимаем чудеса от Бога. И, наверное, очень важная вещь, как мы отвечаем на это божественное присутствие среди нас. И что мы делаем в ожидании чуда. Сегодня наш отрывок – это Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 по 25 стих. В прошлый раз мы с вами затронули тему авторства Евангелия от Луки. И хотелось бы добавить, что появление на свет Иисуса у Луки – это ни на что не похожая история. И очень замечательная и чудесная. А вот благая весть всем нам была рассказана 4 авторами. Да? У Матфея рождение Иисуса, просто ему важно было показать, что Иисус свой в доску, еврей из евреев, вот, он наш свой. Да? Вот Марк, он как-то опускает эту тему. Для Иоанна было очень важно показать, что Иисус, он божественен, что его происхождение Иисуса божественно. Но для Луки это праздник. И так как праздник должен быть интересным, у Луки этот праздник сопровождается чудесами, сопровождается весельем, сопровождается юмором и драмой. Лука нам рисует замечательную картинку, очень веселую и интересную временами. Он, как никто другой, вводит нас в чудесную историю появления Христа, полную юмора и чудес, полную настоящего такого экшена. Вот. Да, говоря современным языком, может, слышали такое выражение «пушка есть же, брат». Вот Евангелие от Луки – это вот пушка просто. И, как и любая другая история интересная, да, у Луки начинается с события, немаловажного на первый взгляд, но это немаловажное событие перевернет жизни многих людей. Захария нам представляет семью служителей, богобоязненных, благочестивых, Захария и Елизавета, оба из рода священников, оба служители, оба те, кто посвящен Богу. И как в бочке с медом, говорят, есть ложка дегтя, так и в этой семье было что-то не совсем так. Елизавета была бесплодна. И у евреев не иметь ребенка, это было неким таким позором. И если мы будем дальше читать, мы увидим, что действительно на Елизавете, да, был вот такой, лежал клеймо позора. И они с этим сталкивались, возможно, практически каждый день. И вот неожиданно, друзья, в семье, в такой благочестивой, замечательной семье с клеймом позора случается нечто замечательное, нечто чудесное. Захарии как служителю выпадает жребий. Жребий служить в храме. Хочу немножко пояснить. Служители при храме, их было очень много. Они были разделены на 24 очереди, на 24 клана. На 3 главных праздника служили все. Это День Пятидесятницы, Кущи и Пасха. Но в остальные дни для того, чтобы индивидуально послужить, нужно было выбрать кого-то. И вот из каждого клана они тянули жребий, кто будет. Сначала должен был выиграть один клан, потом из этого клана должен быть, из этой очереди выбран еще один. То есть отсев грандиозный. И когда выпадает такой шанс, случай послужить
индивидуально послужить в храме, это было нечто невероятное. Некоторые служители просто за свою жизнь никогда такого случая не получали. И потому что служителей было больше, чем 20 тысяч. Их было огромное количество. И вот и так священник Захария, получивший вот этот счастливый билет, выигравший джекпот, да, получивший шанс всей своей жизни исполнить то, к чему он был предназначен, приступает к служению. Лука 1 глава, 8-9 стих. И вот однажды, когда Захария совершает богослужение, подошла очередь служить священникам его смены, ему выпало по жребию, как это было принято у священников, воскурить благовоние на жертвеннике. Он вошел в храм Господень, и весь народ в то время, как воскурялись благовония, стоял снаружи и молился. Мне здесь хотелось бы чуть-чуть остановиться и спросить вас, да? Как вы думаете, почему частенько, да, мы с вами что-то считаем очень важным, а что-то мы считаем вообще незначительным? Не задумывались над этим? Ну, к примеру, вот найдете вы 10 тенге. Что это будет? Это будет неожиданно, да? Но незначительно. Но если вы найдете 10 тысяч, это будет неожиданно. Ну, тоже, как для кого-то, да, там, поход только в магазин, закупиться на неделю. Ну, тоже как бы. А если вы найдете, к примеру, 100 тысяч долларов? Ну, гипотетически. Представьте, что вы это делаете, что вот с вами это происходит. Это неожиданно и чудесно. То есть эта сумма может изменить жизнь, наверное, любого в наше время. Наша жизнь наполнена случайностями, на которые мы даже иногда просто не обращаем внимания. Но Лука сообщает нам нечто интересное. Он говорит о том, что вещи, казалось бы, неважные, а для нас, такие как жребий, да, для Бога далеко не случайны. Для Бога случайности не случайны. В отношении с Господом случайностям места нет. Его рука над всем. В общении с Богом вообще случайностей не бывает. И вообще само общение с Богом – это уже чудо, и это не случайность. Чудеса, друзья, есть. И с Богом чудес просто не может не быть. И вот как раз с таким чудом встречается Захария лицом к лицу. 1 глава с 11 по 20 стих. «И вдруг явился ему ангел Господень. Он стоял справа от жертвенника, на котором воскурялись благовония. Увидев его, Захария растерялся, и его охватил страх. Но ангел сказал ему: не бойся, Захария, твоя молитва услышана. Жена твоя Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном. Он даст тебе великую радость, и многие будут радоваться его рождению, ибо он будет велик в глазах Господа. Не будет пить ни вина, ни пива, но исполнится Духом Святого с самого рождения. Многих из народа Израиля вернет он Господу их Богу. И сам он будет идти впереди Господа, духом и силой, подобный Илие, чтобы сердца отцов и детей обратить друг к другу, непокорных вернуть на путь праведности, приготовить народ к приходу Господа». «А как я узнаю, что это правда?» – спросил Захария ангела. «Ведь я старик, и жена моя уже не молода». «Я Гавриил, я стою пред Богом», – ответил ему ангел. «Он послал меня говорить с тобой и возвестить тебе эту радостную весть. То, что я тебе сказал, исполнится в свое время, но за то, что ты не поверил моим словам, ты лишишься речи и будешь молчать до тех пор, пока все это не исполнится». Ну, смотрите, друзья, мы, как говорится, начали за здравие, а закончили, есть такая пословица, за упокой. Для человека, любящего Бога, для человека, которому
выпал шанс послужить чудесным образом, все заканчивается как-то не очень хорошо. Заканчивается наказанием за неверие в то, что Господь может совершить в его жизни чудо. Несмотря на то, что Захария и Елизавета уже в преклонном возрасте. Но откуда вот это вот недоверие? Ведь Захария вроде вытянул, да, этот счастливый билет, бонус. Встретил посланника от Бога там, где практически никого не должно быть. Там должен был быть только один Захария. И самое интересное, Захария получает послание, получает прямой ответ на свои молитвы. Он получает настоящее откровение от Бога. Послание, которое прямо означает радость и милость лично для него, лично для его семьи. И даже больше через его продолжение, через его наследника, в его потомки. Весь мир, весь народ Израиля будет иметь шанс вспомнить о своих корнях. Вспомнить давно забытое для всего народа общение с Богом. Ну, чем не чудо, господа? И это послание, оно не остается пустыми словами. Елизавета в итоге ждет ребенка. И это настолько трогает ее сердце, что она восклицает: «Это сделал для меня Господь, пожелавший снять с меня позор, который я терпела от людей». Настоящее чудо, друзья. Но как человек, ожидающий чуда в своей жизни от Бога, оказался, ну, скажем так, ну, не молодец, да? И больше того, это не единичный случай. К примеру, толпа, которая ходила за Иисусом, она тоже видела чудеса исцеления, видела чудеса изгнания бесов, чудеса воскрешения, чудеса превращения воду в вино. Но когда наступает момент, и Иисус предлагает нечто совершенно невероятное, Иисус предлагает настоящее чудо. Он предлагает намного больше, чем то, что они видели раньше до этого. Он предлагает то, в чем люди действительно нуждаются. Этот отрывок в Иоанна 6 глава 51 стих. «Я хлеб животворящий, спустившийся с небес. Кто отведает его, будет жить вечно. Хлеб, который я дарую, тело мое, которое я отдаю за жизнь мира». Иисус предлагает чудо, которое никто не в состоянии воплотить. И для того, чтобы быть участником этого чуда, достаточно сделать шаг вперед. Шаг навстречу, шаг веры. Но опять страх и какое-то недопонимание, недоверие, он делает свою работу. И большинство учеников, они просто растворяются, их просто нет. Остается только малая горстка людей. Если вернуться к Захарии, то Лука нам не дает, знаете, такого прямого ответа и очевидного, почему с нами так происходит. И на мой взгляд, ответ мы можем найти тогда, когда мы зададим сами себе вопрос. Что мы делаем в ожидании чуда? Готовы ли мы встретиться с ним, с этим чудом? Сегодня, знаете, мы не наблюдаем этих чудес, которые описаны в Библии. Моря не раздвигаются, горы не сдвигаются, горы не перемещаются. Но и кто-нибудь может даже и задать вопрос: вдруг, откуда чудеса, когда мир такой не очень хороший? Я хочу вам кое-что представить.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Узнали, кто это? Это Луи Армстронг, да? Да, поет он замечательные вещи. Он поет о том, какой прекрасный мир, какое небо голубое, какая зеленая трава, какое все вокруг замечательное. Эта песня создавалась, когда мир тоже испытывал большие трудности. Карибский кризис, железный занавес, хиппи, много еще другого. В Африке много. Все то же самое, что и сейчас. Да, война во Вьетнаме. И ему задавали такой вопрос. Как ты можешь петь такое, когда так происходит? Он отвечал: друзья, мир как был прекрасным, так и остался прекрасным. То, о чем вы сейчас говорите, делаем мы с вами. И на самом деле, действительно, мир, он прекрасен, потому что его создал Господь. Его Господь создал прекрасным. Господь создал прекрасный мир, куда должен был войти достойный сын. Иначе быть не может. Этот мир создан для сына. Этот мир создан прекрасным, таким же прекрасным, как и Иисус. И смерть Иисуса, крест, который Он понес, есть свидетельство того, что этот мир по-настоящему он прекрасен. Есть за что бороться. Разве не чудо, что восстанавливаются разрушенные отношения? Разве не чудо, что, надеясь на Господа в отчаянной ситуации, у нас, благодаря Богу, опираясь на Него, берутся откуда-то силы для того, чтобы пройти оставшийся путь до конца? Разве не чудо, когда каждый из нас, будучи уверены в своей правоте, будучи уверены в том, что мы свою жизнь контролируем и на все 100%, в один прекрасный момент мы признаем, что на самом деле это не так. И мы своей жизнью вообще не управляем. У меня для вас есть одна история про одного мужчину, который заболел раком лет 14 назад. И у него был рак легких, он сначала болел простудой, потом воспалением легких, да, в итоге оказалось рак, ему вырезали легкое, и в связи с этим он был неработоспособен, остался дома. То есть он все время проводил теперь свое лечение дома, И у этого мужчины был сын. И у этого мужчины появилось время больше общаться с сыном. Появилось время помочь ему утром завтрак приготовить, что-то ему собрать, отправить, да и вообще обсуждать какие-то моменты. Но эта история, она не о счастливом конце. Этот мужчина в итоге все равно умер. И это история о чуде. Это история о чуде, которая действительно была в отношениях между этим мужчиной и его сыном. Хотя бы эти 1,5 года. И этот молодой человек, который когда-то был молодым, уже сейчас не молодой, стоит сейчас перед вами. И единственное, о чем я жалею, что я не смог, распознать, что Господь действует в моей жизни сейчас.
Я смог это увидеть только тогда, где-то потом, через какое-то время. Но я все равно ему благодарен, что в моей жизни произошло такое чудо. Друзья, чудеса есть, и их не может не быть. Мы с вами движемся к замечательному празднику, празднику Иисуса. В этот день Господь благословил мир тем, не что Он заслуживает, а тем, в чем Он нуждается. А Он нуждается в милости и благодати. Вот это настоящее чудо, друзья. Милость и благодать, показавшая этому миру свет, непонятая, растоптанная, распятая, но воскресшая, ставшая не каким-то набором букв и собирательных образов, а ставшая реальностью для каждого из нас. Разве не чудо наблюдать, как Иисус действует в нашей жизни? Разве не чудо наблюдать, как Господь меняет жизни наших родственников, наших детей, наших близких? Разве не замечательно, когда мы слышим: не бойся, твоя молитва услышана? Братья и сестры, я бы хотел вас призвать возрадоваться и порадоваться настоящему чуду в нашей жизни, предстоящему празднику рождения Христа. Я бы хотел вас призвать искать Бога во всем. Ведь кто знает, возможно, Господь хочет совершить чудо прямо сейчас в вашей жизни. Но по каким-то причинам мы не хотим, и не можем это замечать, потому что либо мы увлечены сильно, либо мы ищем опять, что море будет раздвигаться или горы будут ходить. Быть готовым к тому, что Господь может использовать даже самую маленькую случайность для того, чтобы изменить нашу жизнь и наше сердце. И у меня есть домашнее задание к вам. Постарайтесь, вот у нас сейчас предстоит неделя, все будут заняты, все, у кого учеба, у кого работа, кто там домашними делами будет заниматься, с детьми, там, с мужьями, неважно, с женами. Вот. Постарайтесь на предстоящей неделе поразмышлять. Поразмышлять и поспоминать, какие чудеса Господь сотворил в вашей жизни. Заглянуть внутрь себя, посмотреть, в какой области жизни вы бы хотели увидеть это чудо. Не в вашей, может быть, в жизни ваших близких. Вы хотите видеть, чтобы Господь совершил чудо там. И я более чем уверен, что у каждого из нас есть такие места, возможно, где Господь не ступал, где Его нога еще не была, и мы туда Его еще стараемся не пускать. Мы стараемся оберегать нечто свое, и именно этому месту нужна милость и благодать. Попробуйте на предстоящей неделе пообщаться и поблагодарить Бога за то чудо, которое Он совершил в вашей жизни.